Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом, який ви вже давно просили. Це бісквітний рулет з кремом із халви, з додаванням халви. Крем не заварний, а готується він на вершковому маслі, згущеному молоці з жовтками. В первую очередь для крема приготовлю молочный сироп. Можно сказать, заварная основа, но готовится он без добавления крахмала или муки. В ковшике сгущенное молоко жирностью 8,5%. Готовлю на вот таком вот. Еще понадобится 2 желтка. Беру от средних яиц, их чистый вес 32 грамма. Хорошо их отделите от белков. Вот посмотрите, какие они чистенькие. Никаких жгутиков. И воды по весу ровно столько, сколько и желтков. Желтки загущают молочный сироп, а вместе с водой разбавляют сладость крема. Все, масса однородная, ставлю на маленький огонь. И постоянно помешивая, довожу до загустения. Прохожу по всему донышку. Сразу эта масса при нагревании становится более жидкой, но потом начнет густеть, и вы это почувствуете венчиком. Не делайте большой огонь, у меня вот такой вот. Кипятить этот сироп нельзя, иначе желтки заварятся и схватятся хлопьями. Масса уже начинает густеть, и если вам видно, поднимается пар. Уменьшаю огонь, чтобы не заварить желтки. И на самом маленьком еще немного прогрею, постоянно помешивая. После венчика уже просматривается донышко. Вот, становится еще гуще, но не кипит. Выключаю огонь. И на горячей плите у меня чугунные решетки, тепло сохраняют долго. Еще немного прогрею. Вот сейчас более заметно, насколько загустел сироп. Переливаю его в пиалку, затягиваю пищевой пленкой в контакт и в таком виде при комнатной температуре оставляю до полного остывания. Ее немного, поэтому остынет она быстро. В холод выносить не обязательно. Бисквит готовлю самый обычный классический, и для него понадобится 4 средних яйца. Я их разделила на белки и желтки. Мука, сахар, ванильный сахар и обязательно щепотка соли. В миску выливаю белки. Яйца должны быть комнатной температуры. Добавляю щепотку соли. Взбивать буду ручным миксером, чтобы вы не сомневались в своих возможностях, если у вас нет кухонной машины. Обычный миксер с этим прекрасно справляется, взбивает в пышную воздушную массу. И начинаю взбивать на 3-й скорости из 5 возможных до появления на поверхности легкой прозрачной пены. Белки немного запенились, скорость увеличиваю до 4-й и взбиваю до пышности. Белки пышные, воздушные, но пена очень легкая, поэтому добавляю сахар порциями. Поделю где-то на 5 приемов. Каждую порцию взбиваю по 40-50 секунд. И берите сахар мелкий, чтобы он быстрее растворился при взбивании. К последнему добавляю ванильный сахар. И вот теперь взбиваю до полного растворения. Для бисквита это очень важно. Для его пышности и воздушности. И, конечно, до плотности белков. Проверю белки, насколько они взбились. Видно, что пики еще мягкие, живые. И заметные крупинки сахара. Значит, он полностью не растворился, поэтому взбиваю дальше. Скорость не увеличиваю, взбиваю на той же 4-й до полного растворения сахара. На высокой скорости белки быстро взбиваются до плотности, и сахар в них может не раствориться, так и остаться. Посмотрите, какой рельеф. Вот такие должны получиться белки. Глянцевые, плотные и вот такие пики. Можно добавлять желтки. По одному, скорость уменьшаю до 3-й, и каждый взбиваю до полного соединения с белками. Тесто готовится без добавления какого-либо разрыхлителя, поэтому хорошо надо взбить белки. Также взбивают и целые яйца, не разделяя их. Но таким способом бисквит получается пышнее. Вот такая получается масса, пышная, плотная. Рисунок на поверхности не растекается. Муку добавляю в 2 приема. Обязательно просеиваю, чтобы она была более легкая и пышная.
и аккуратно замешиваю складывающими движениями снизу вверх. Снизу поднимаю муку, в таком пышном тесте она легко оседает на дно. И первую порцию не вымешиваю до однородности, чтобы не сильно осаживать тесто. Добавляю остальную, тоже просеивая. Месить его долго не надо. Только заметили, что она полностью разошлась в тесте, разошлись все ее комочки. Тесто полностью готово, можно выпекать. И у вас уже должен быть подготовлен листик. Делайте это заранее, чтобы тесто не стояло, не ждало, пока вы все это сделаете. Я его покрыла пергаментом силиконизированным. Он не прилипает ни к какому тесту. И по краешкам приклеила его маргарином. Чтобы он лежал на месте, не ерзался, так легче будет разравнивать тесто. В это время у меня уже греется духовка, температура 200 градусов. Этот бисквит печется при высокой температуре и недолго, чтобы он не пересыхал, а быстренько запекся. Размазываю тесто, слой должен быть не толстый, где-то полсантиметра. При выпечке он обязательно поднимется и получится такой, какой нужен. И старайтесь, чтобы его толщина была одинаковая, в уголках и посередине. Иначе, если где-то он будет тонким слоем, там он пересохнет и при скручивании потрескается. Бисквит испекся, выпекался он 9 минут при температуре 200 градусов. Средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Сразу же по краешкам отделяю бумагу. Колеровка должна быть светлая и проверяйте на готовность нажатием пальца. Бисквит должен пружинить. Не должна оставаться глубокая ямочка. Посмотрите, к рукам не прилипает, корочка не липкая. Накрываю еще одним листом пергамента и аккуратно переворачиваю. Вот теперь бумагу можно снять. Вот такой он получается пористый, мягкий, и для рулета он не должен быть толстым, высоким. Накрываю полотенцем и оставляю на пару часов. Пусть он отлежится, окрепнет, только потом буду пропитывать. Прошло 2 часа, бисквит полностью остыл, отлежался. Убираю решетку. Сразу обрезаю краешки. Дальний край от себя срезаю под углом 45 градусов, чтобы шовчик получился потоньше. Можно его сиропить. Так, ну и для сиропа я закипятила 80 грамм воды и 40 грамм сахара. Не уваривала, просто закипятила. Он полностью остыл. Вот теперь добавляю сюда десертную ложку коньяка. Весь этот сироп уйдет на пропитку. Бисквит классический, без добавления жира. Сам по себе он получается сухой, поэтому надо хорошо просиропить. Особенно хорошо проходите по краешкам бисквита, они подсыхают больше всего. Ну и, конечно же, середину. Все оставляю в таком виде. Пусть пропитывается, а я буду готовить крем. Для крема мне понадобятся орехи. Я взяла арахис, потому что халва у меня тоже арахисовая. Можете взять обычную ванильную, тоже с добавлением орешков. Измельчаю ножом, не блендером. Берите свежую, она хорошо рассыпается. Орехи я тоже порубила ножом до средней и мелкой крошки. Ну вот так вот и достаточно. Если где-то и остаются большие кусочки, они разойдутся в креме. Сливочное масло жирностью 82%, остывший молочный сироп и также добавлю коньяк. Вкус и аромат крема получается более насыщенный. Вот такое использую масло. Сразу взбиваю одно масло. Оно должно быть комнатной температуры, вот такое вот мягкое, но не текучее. Скорость сделаю среднюю, пока разобьется до однородности. Потом увеличу, но не до максимальной, до 4 из 5 возможных. Взбивайте до посветления и пышности, тогда и крем получится более пышный, и в нем не будет чувствоваться вкус масла. На это уйдет около 5 минут. Тем более хорошо взбитое масло лучше в себя возьмет молочный сироп или заварную основу, смотря на чем вы будете готовить крем. Вот такое должно быть масло, заметно увеличилось в объеме и само собой уже напоминает крем. На нем хорошо сохраняется рисунок. Можно добавлять молочный сироп, но не весь сразу, а порциями. Поделю где-то на 3 приема. При остывании он стал гуще, но все равно остается однородным. И каждую порцию взбиваю до полного соединения с маслом, до тех пор, пока после венчиков будет оставаться четкий рисунок.
на моем канале уже есть торт «Славянка», но крем я делала заварной. И в том видео я говорила, что готовят его еще на масляном креме со сгущенкой с добавлением желтков. Решила с вами поделиться и этим рецептом. Крем получается очень вкусный. Его еще обогащает коньяк. Выливаю весь оставшийся. Крем взбиваю на одной и той же скорости, на 4 из 5 возможных. Не поднимаю до максимальной. Все, крем полностью готов. Посмотрите, какой он легкий, однородный. Хорошо сохраняется рисунок. Даже появляются пустоты после венчика. В конце приготовления коньяк. Он тоже должен быть комнатной температуры. И еще немного взбиваю. Добавляю халву. И на средней скорости перемешиваю до однородности. Я говорила, что большие кусочки разойдутся при перемешивании. Видно, что крем стал мягче. Все, добавляю сюда орехи. Перемешиваю вручную и поставлю в холодильник минут на 20. Буду за ним следить. Через 10 минут перемешаю. Если плотность будет такая, какая мне надо, значит достаточно будет и 10 минут. Если нет, постоит еще столько же. Бисквит хорошо пропитался сиропом. Посмотрите, насколько он мягкий. И крем в холодильнике остыл и стал немного плотнее. Я его перемешивала 2 раза с интервалом 10 минут. И он остался таким же однородным. Если же вы дадите ему полностью застыть, затвердеть и только потом начнете перемешивать, то крем расслоится. Выкладываю порциями, чтобы легче можно было разровнять по бисквиту. Орехи, конечно, по желанию. И берите любые, какие вы любите. Но с ними рулет получается намного вкуснее. К этому краю слой крема делаю потоньше, чтобы при скручивании рулета он не выдавливался. А ближе к себе потолще. И теперь с помощью пергамента сворачиваю рулет. Вначале немного прижимаю пальцами, а потом просто придерживаю. Накрываю пергаментом, выравниваю по всей длине, чтобы он был одинаковой толщины. И скребком подталкиваю его под низ, тем самым уплотняю рулет. В таком виде перекладываю на досточку и ставлю в холодильник минимум на 4 часа, но можно оставить и на ночь. Рулет ночью отлежался в холодильнике. Бисквит хорошо пропитался, крем стабилизировался. Можно нарезать и подавать к чаю. По краешкам, где выдавился крем, его можно аккуратно размазать или немного срезать, просто подровнять края для красивой подачи. Сверху украшаю сахарной пудрой. После холодильника его не согревайте, а смело нарезайте и подавайте к столу. Крем настолько нежный, что недолго сохраняет свою плотность. Чтобы разрез был более ровным и красивым, нож должен быть теплым. Для этого нагревайте его в горячей воде и вытирайте насухо. Рулет получается вкусный, ароматный и не приторно-сладкий. Бисквит сочный, пропитанный, крем нежный. И, как я уже говорила, его очень хорошо дополняет коньяк. Вкус и аромат намного богаче. Если не коньяк, то добавьте хотя бы ромовую эссенцию. Готовьте з удовольствием і приємного вам чаєпітія. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.